привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор. Очень давно просили такой рейтинг. У нас было подобное видео по сабвуферам, по усилителям, но по производителям в целом мы не делали ни разу. Однако мы подведем итоги 2018 года в целом по продажам по категориям среднечастотники, мидбасы, твиттеры, усилители и сабвуферы. Посмотрим топ-20 позиций, которые продавались. Может быть, наверное, первый раз карты раскроем, да, мы никогда не афишировали продажи в штуках, но не думаю, что есть смысл что-то скрывать, никакой закрытой информации нет. В этом видео вы узнаете, сколько мы продали сабвуферов Machete или усилителей Pride Quattro XL. Сразу, чтобы не вводить вас в заблуждение, этот рейтинг построен не на какой-то аналитике, там, AC Nielsen или на каких-то опросах. Этот рейтинг основан только на продажах в магазине и интернет-магазине Loud Sound. Чтобы ни у кого не пригорало, что какой-то бренд там на самом деле лучший, вы не согласны там с рейтингом. Это то, что продали мы по факту за 2018 год. Единственное, что без последней недели. В рейтинг также не попали продажи наших филиалов, наших франшизных магазинов в Питере, Саратове, Казани и Пензе. Это только Ростов и ростовский интернет-магазин. Видео, я думаю, будет интересно не только покупателям, но и нашим конкурентам, да, узнают, сколько продает Loud Sound. На самом деле никаких космических цифр здесь нет, но тренды, что продается лучше, что хуже, по нашему магазину, я считаю, можно смело судить. У нас крупнейший интернет-магазин в России. Итак, мы покажем по 4 категориям топ-20 товаров, которые продавались, с поправкой, что туда попали не только позиций, но и их версий. Например, сабвуфер Machete M15, D2 и D4 попали туда 2 строчками. В конце по тоталу продаж, по компаниям по каждой: Pride, Edge, Alphard, SWAT, Dynamic State, Audionova и Loud Sound. Кстати, тоже мы являемся также сейчас игроком с 2 позициями по динамикам и 3 по виброизоляции, да? 4 по виброизоляции. Вот этими позициями мы тоже попали в этот рейтинг, но у нас есть секретное оружие, у нас есть фирменная атрибутика. Твиттеры лидируют у нас. Денчик, скажи, кто лидирует? Денчик знает. Кого угодно спросите, сейчас лидирует Т-34. Самый удачный, на мой взгляд, твиттер на российском рынке автозвука. По соотношению цена-качество одни из лучших на рынке. Ну и по продажам вопросов возникать не должно. Их продано ни хрена себе. Ты видел, насколько их больше, чем второе место? На втором месте у нас Machete MT-15 Neo, и их продано 85 пар. А вот Т-34 у нас продано не в 10 раз больше, почти. 656 пар. Была акция по ним, были хорошие скидки. И действительно, за эти деньги, это, наверное, лучшие твиттеры, которые сейчас можно найти на рынке. Обычно их цена 5000, но в этом году было очень много по ним акций, скидок, и цена доходила до 3250. Наверное, отсюда и продажи. Отличной динамики по супер цене. Дальше идут Machete MT-15 Neo. Это недорогие шелковые твиттеры. Из-за их ценника, наверное, они и попали на второе место. Но на втором месте по факту не они. На третьем у нас идет Ганнибал 25 Neo в черном цвете. Если мы посмотрим ниже, у нас есть также в бронзовом цвете 58 пар проданных. Если их просуммировать, то второе место заняли бы 25 Neo. Но для вашего удобства, для наглядности мы решили показать по версиям. Я не буду давать комментарии по каждой позиции в рейтинге, потому что у нас 4 категории на 20 мест, 80 товаров. В принципе, по времени это будет очень долго, вы не будете смотреть такое видео. Посмотрите, рейтинг у вас здесь находится. И если у вас есть вопросы по какой-то из этих позиций, задавайте их в комментарии или на vk.com/loud2012, обязательно вам ответим. Давайте посмотрим, сколько позиций какого производителя всего находится здесь в топ-20. Alphard у нас занимает 1 место. Сейчас троллить будут. И сейчас будут троллить, и потом будут троллить, и потом будут троллить. А вот в 4 категории у нас не Alphard на 1 месте. Обязательно дождитесь. Я думаю, вы удивитесь. Пишите сейчас прямо в комментариях, пока не досмотрели. Вот мне интересно, напишите, кто будет на 1 месте в категории. Я сразу дам подсказку: усилители. Это будет не Alphard. Dynamic State 5 мест занимает в рейтинге, и это круто. На самом деле Dynamic State очень
хорошие твиттеры привез на российский рынок по доступной цене. И вот мы здесь видим не какие-то тесты, не какие-то там мнения объективные или субъективные. Мы здесь видим то, что называется потребитель голосует кошельком. То, чего продается больше всего. 5 позиций в рейтинге Dynamic State. Урала 4 позиции, Свата 3 и FSD, молодая дагестанская компания. Можно говорить, что это компания? Это молодой дагестанский бренд, да? А что ты улыбаешься? Дагестан вызывает улыбку у тебя, что ли? Ты видел там на Хабиба тип снял диск, а потом 2 таких громилы сидят, он извиняется. Говорит, я с братьями старшими поговорил, я был неправ. Федеральная служба Дагестана, ты поэтому улыбаешься. FSD у нас только здесь в рейтинге. Больше FSD ни в среднечастотниках, ни в мидбасах, ни в усилителях у нас не представлен. Про эти твиттеры, наверное, стоит сказать. Это эстрадные рупорные твиттеры, но с таким нововведением интересным, с чашками для установки на проприз или на переднюю стойку, или даже в дверь можете их крутить, и вам не нужны подиумы какие-то накладные, не надо ничего лепить, то есть в комплекте идут такие удобные чашки. По-моему, это первый, да, кто так догадался рупорный твиттер оснастить в комплекте чашками для установки. Переходим к среднечастотникам. Это, наверное, самая интересная категория, потому что если вы не знаете, что сделать в вашей аудиосистеме, делайте погромче. А если вы хотите сделать погромче, вам нужен не мидбас, не твиттер и не сабвуфер. Пихайте побольше середины. Аватар МТУ-65 занимает законное первое место. Это самые продаваемые среднечастотники, потому что они очень недорогие и по соотношению цена-качество они очень круто играют. Сколько они сейчас стоят? 2200. 2200 стоит пара среднечастотников. Следом за ними идут Ruby 6.5 Pride. Дальше Machete MM60. Соло V2. Смотри, как у нас Pride топ-5 занял, да? Сразу 3 позициями. Ruby, Соло V2 и Emerald. Дальше Apocalypse MX60, Аватар MTU-80. Loud Sound LS65 незаконно здесь они это место занимают, потому что у нас есть еще одна позиция с моим автографом. И вот если вы ее посмотрите ниже, 126 пар продано. Прибавите к 155 парам больше 280 пар, и тогда бы мы заняли 3-е место. Но опять же, разделение по позициям. Здесь я, наверное, хочу похвастаться. Я напомню, это только через наш магазин продано. По всей России, конечно, продано гораздо больше LS65, но и Соло V2 продано больше. Но здесь должен отметить, что Соло V2 продажи указаны за год, а LS65 мы получили в сентябре. Обратите внимание, что это продажи в розницу. Diamond 8, Sylvester, Edge у нас попали в этот рейтинг всего одной моделью. Аватар, Apocalypse, DevBones. И замыкают топ-20 2 позиции Pride, Emerald и Ruby 8, DevBones M60 Neo и Pride Solo 8. Таким образом, в среднечастотниках 10 позиций из 20 занимают продукция Alphard, 7 Pride, LS занимает 2 позиции и Edge 1. Переходим к мидбасам. Здесь, казалось бы, удивила компания Edge своими мидбасами Ed Pro 66B E6. Да делайте проще название по-братски, а. 152 пары их продано, но их не продано 152 пары, у них была акция, да, они к сабвуферу дарили 1 пару в подарок, очень хорошо стрельнула эта акция, поэтому вот эти миды вышли на 1-е место, и вообще не факт, что это миды, или это миды, не факт, да, тоже это перепутали категорию. Ладно, у нас категория миды и среднечастотники имеет косяки, поэтому да, должен признать, тролльте меня сразу, не меня, а вот сотрудников, потому что я за всеми позициями не могу уследить. Вот уследил за LS60 буквально вчера, и денчик исправили, да, уже, она уже в среднечастотниках, LS60 наши новые, они продаются с октября и залетели не в свою категорию, они залетели в мидбасы и заняли, сука, 3-е место. Ну вот через... Делаются некоторые вещи через жопу, должны понимать, у нас... Я не хочу сейчас тоже хвастаться, хочу предположить, что у нас, наверное, самый крупный магазин, интернет-магазин по количеству позиций в базе. Как думаешь, это правда я сейчас говорю? Вряд ли у кого-то есть еще больше. Да, много позиций, не всегда все успеваем, но за LS60 обидно. Все-таки в своей динамике неправильно забили категорию. Давайте посмотрим, кто у нас дальше. У нас дальше идет Dynamic State, Fatal Pro. Отличные миды, прям отличные. Одни из лучших тоже, что я слышал. Не очень мощные, не очень на большой ход выходят, но очень ровное звучание.
Pride W8 здесь же находится, очень специфичный динамик, очень. Для немногих систем подойдет. Для выхода на такой прям сумасшедший ход с хорошей площадью, то есть нижний мид он будет играть, но я надеюсь, никто не ставит его как широкополосник, ему обязательно требуется средний частотник сверху. Урал, Dynamic State, Avatar, Dynamic State, Fatal Pro, опять же здесь 6 FE200, отличный мид, и тоже, наверное, ну он ближе к миду скорее, да, он на своем месте. Тролльте, если кто-то здесь еще узрел среднечастотник, который попал в категорию мидбасы, но на самом деле нужно признать, что их сложно разделить бывает. Очень часто мидбасы выполняют роль среднечастотника, доигрывают доверху, и в то же время среднечастотники очень часто неплохо панчат. То есть некоторые динамики прям отнести или туда очень сложно. Итак, Альфард у нас опять на первом месте по количеству позиций, занимаемых здесь. Однако обратите внимание, что в категории мидбасы у нас самое большое количество разных брендов. То есть у нас здесь такая сборная солянка из брендов получилась. Momo, Pride, Edge и Loud Sound заняли по одной строчке в этом рейтинге. Fatal Pro и SWAT по 2, Dynamic State 3 строчки. Тоже, кстати, да, в твиттерах их было много. И Урал 4. Денчик говорит, про Урал ничего не сказал. Давай скажем что-нибудь про Урал. АС, БВ 165, булава. Мидбас или серединка? Что ты улыбаешься опять? Я не знаю. Напишите в комментариях, как категоризировать. Что такое булава? Это среднечастотник или мидбас? Сложное деление. Наверное, вот это вот самая жопа у нас сегодня в рейтинге. Мидбасы надо было вообще как-то или вычленить, или объединиться с среднечастотниками. Но тогда было бы не очень явно. Надеюсь, вы нас простите за эту оплошность. Мы переходим к сабвуферам, где на первом месте у нас... Угадайте что? Альфард со своими мачете. Это прозвучало как-то, знаешь, Альфард со своими. Мачете одной позиции сразу заняли 2 места, версия D2 и D4. Обратите внимание, что практически поровну их продано. Либо это говорит о том, что люди не разбираются в умности, либо у нас действительно такое практически одинаковое разделение систем, где требуются D2, D4 динамики. Edge, это по акции, да, наверное, продано. 3 место занял. Вот он, пожалуйста, как акция работает. Аватар ССТ, Мачете Спорт. Первую 5 занимает Альфард. И обратите внимание, пожалуйста, должен сказать, что Pride у нас нет ни одного сабвуфера в топ-20. Зато Урал Молот мы продали 61 штуку. Ария БЗ, опять Мачете, Апокалипс, СА серии, опять Мачете. Короче, у нас почти весь рейтинг Мачете. Мачете реально акция стрельнула. Ганнибал FX30 D2, обратите внимание, их в начале года продали по акции, это остатки какие-то, они уже не производятся. Опять же Ария BZ, набор Мачете МС-15 и короб, это в подарок, да, мы короб дарили. Мачете. Короче, Альфард у нас попал сюда 15 позициями и почти все Мачете. Edge одной позицией, Урал 3 и Ария одной. Нас сейчас будут троллить, да? Других компаний тоже продано сабов немало, то есть это не значит, что вот эти топ-20 это все, что у нас есть в ассортименте. Только 4 бренда попали в топ-20. Остальных сабвуферов каких-то продано там по 30, по 35, по 25. На самом деле поставщиков у нас сейчас 170, да, всего. И ключевых из них, ну, около 30. Ну, ключевые, это я имею в виду крупный Edge, Pride, SWAT, Урал. Ожидали большего, наверное, люди, да, сабвуферов в категории. DevBones 4-дюймовые, там, ну, это штучные товары, и, как правило, их покупают напрямую у производителя под демокары, как правило, или под какие-то серьезные проекты с хорошими скидками. А мы не имеем права делать скидки, да? Альфард имеет право делать скидки. Ну, потому что под демокар можно сделать скидку, а мы же в розницу торгуем по рекомендованным ценам. Поэтому за дорогими сабвуферами обращайтесь к производителю, говорите, что вы делаете демокар, и вам, скорее всего, сделают скидку. А если вы нормальный пацан, без вот этих вот загонов, сейчас я обидел как-то демокарщиков, да, они скажут, что мы ненормальные пацаны сейчас, что ли? Сколько Ремезову, интересно, сабвуферов отгрузили? Альфард опять на первом месте, 15 строчек, Edge, Ария по одной, и Урал занимает 3 строчки. И мы переходим к усилителям, где Альфард не на первом месте. Сейчас вы уже написали, да, ваш комментарий, правы вы были или не правы. Прикинь, там сейчас как зафигачат, да, там Pride, Урал, SWAT. Кто вот по усилителям на первом месте? Ты сам знаешь? А, я тебе уже говорил. SWAT. На первом месте SWAT с усилителем 1.500, но его продано 153 штуки, столько же, сколько Мачете 1500, тоже 153 штуки.
А далее идет Pride Quattro XL, Machete, Ural, Audio Nova, Pride Quattro Plus, Pride Quattro, Pride Duo. Два кикса появляются первый раз в рейтинге двумя позициями. До этого у нас кикс ни одной позиции в топ-20 не залетал. И замыкает рейтинг Аватар тысячник, продано их 43 штуки. Однако, кто же победитель? Если вы посчитаете количество проданных штук каждого бренда, то здесь имеем победителя Pride. Его продано 416 всего усилителей Pride. Это из топ-20. Не всего усилителей мы продали Pride за год, а из вот топ-20, если мы посчитаем, то Pride продалось больше всего усилителей. И давайте перейдем к самому интересному. Это рейтинг брендов по сумме продаж всего. И усилителей, и проводки, и сабвуферов, и чего угодно, даже кепок с майками. Продукция какого бренда в магазине Loud Sound занимает какую долю в продажах. И здесь я сразу должен сказать, цифры я показывать не буду, извините меня за это, но это уже слишком, да, мы и так слишком много карт раскрыли. Если я сейчас буду вот какими-то страшными цифрами сыпать, во-первых, это будет нечестно по отношению к нашим поставщикам, да, что мы будем раскрывать их объем продаж в наш магазин. Во-вторых, у некоторых людей может пригореть, а некоторые могут наоборот, да, сказать, что так мало. И такие найдутся. Короче, не суть. Для производителей должен сказать, что столбики я усреднил. То есть вы, зная ваши продажи, нам не сможете соотнести по размеру столбика и узнать продажи других поставщиков. Однако по местам распределено все верно. На первом месте, угадайте кто? На первом месте Альфар, на втором месте Pride, на третьем Урал и на четвертом Loud Sound. Здесь я хочу остановиться чуть-чуть подробнее, потому что сейчас у некоторых охрененный вопрос, а что это вы так продаете? У вас 2 позиции динамиков, 4 позиции виброизоляции, и вы залетели сюда на 4 место. Нет, это общий объем продаж с динамиками, виброизоляцией и фирменной атрибутикой, такой как наклейки, брелки, басики, кружки, кепки, майки. Достаточно широкий ассортимент сейчас с фирменной атрибутикой, но здесь нужно сделать небольшую оговорку. Мы почти ничего с фирменной атрибутики не заработали, потому что мы очень много дарим ее. Прибыльность по категории фирменная атрибутика практически нулевая. Залетели в рейтинг, и вот Альфард, Pride, Урал, Loud Sound. Ну и SWAT после нас уже идет. Как и Kicks, Aria и Audio Nova. Вот между Aria и Audio Nova, я посмотрел по статистике, мы были бы, если убрать фирменную атрибутику. То есть 2 динамиками и 4 позициями виброизоляции мы уже бодаемся с вот такими, я бы сказал, гигантами, да, на рынке. Aria и Audio Nova, можно сказать, гигант? Назовем гигант, порадуется. Ребята, между гигантами мы попадаем всего 6 позициями под собственным брендом. Представляешь, если мы привезем полный ассортимент. Далее идет Dynamic State, Edge. Леша сейчас расстроится. Мы столько Edge покупаем, он реально вот на этом месте, да? Леша, работать надо лучше. Мы очень много Edge покупаем, но вот он на предпоследнем месте. На предпоследнем месте Момо. На предпоследнем месте итальянский Fatal Pro. И дагестанский FSD на последнем месте. Ну не это, они нам предъявят сейчас. Эй, чё ты? Эй, вот как мне написал на листочке, объясни мне. Новый бренд, молодой. Я уверен, в следующем году рейтинг изменится. Кстати, вернемся через год. Кто смотрит нас в 2019, в декабре, напишите сейчас в комментариях, что вы это делаете. Очень интересно. Вот вы уже знаете больше, чем я сейчас, как же изменится этот рейтинг. Он абсолютно правдивый. Это не какие-то цифры из аналитики или взятые из потолка, или там после изучения каких-то там вещей в интернете. Это наша бухгалтерия, это то, что продалось в магазине Loud Sound, крупнейшем магазине и интернет-магазине в России. Я надеюсь, видео вам было очень интересно и полезное. Если вы конкурент, я надеюсь, вы не будете использовать эту информацию против нас. Денчик был против, кстати. Я говорю, Денчик, расскажем цифры? Он такой вначале говорит, давай не будем. Я говорю, а что? А что, Денчик? Ну просто, да, это информация, которую... Вот сейчас позвони, давай позвоним, я не знаю. Давай Шкоднику позвоним и спросим, сколько ты продал вот всего, да, и скинь нам продажи свои. Он же не скинет. Ну это топ-20.
ну, мы не раскрыли как бы до конца карты, но вы знаете в штуках, сколько мы продали, чего. Я надеюсь, вам было интересно. Если было, пожалуйста, нажмите палец вверх, пишите комментарии. Это опять все вы знаете, что вам делать. Ни на что это не влияет. Если мы сейчас выйдем в тренды Ютуба, в трендах люди между Соболевым и Камикадзе нас посмотрят и скажут, нахер нам это надо. Это для своих. Подписывайтесь. Скажи, пусть заказывают, пока не подорожало все, пока у нас бесплатная доставка. Денчику одно говорит, скажи, пусть заказывают. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ставьте пальцы вверх, расскажите друзьям, всем покажите громко. Иди писи теперь. Cocaine is my girl fine. Water, water, boiling water. Damn, I got a force cash. Daughter, making offer. No problem, I keep clicking for you. Да, и на Басика подпишитесь. У него теперь есть собственный инстаграм. Долбоебизм я понимаю, но Басик сам по себе не очень интеллектуал. Дорогой дедушка Мороз, я бывший мастер спорта. У меня давно не было спаррингов, поэтому где ты, черт? Как он со мной разговаривает? Какой черт? Я Дедушка Мороз. Почему я черт? Я понять не могу.